Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel, а значит, пятерка новых отелей спешит вам на помощь. А мы возвращаемся в город Дананг, Вьетнам. У нас по кругу все: Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур, иногда заезжаем и обратно во Вьетнам. Ну вот и вернулись. Не, реально хороший Дананг город и порекомендуем к посещению. И вам как раз сегодня расскажем о 5 новых отелей, в которых мы побывали. А сегодня нас ждут такие отели, как Камала отель and Apartment Дананг, Вин Кайкан отель Дананг Риверсайд, Марис Дананг отель and Apartment, Конг Сонг отель и Ламоре отель Дананг. Ну а по традиции мы вначале поздравим нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же, как он, попасть в бизнес-лаунж? Либо пишите комментарий, что лучше сделать, ну, либо забронировать по ссылке в описании, которая тоже имеется. Ну что, полетели! И начинаем мы с Камала отель and Apartment Дананг. Отель находится на второй линии от моря, то есть буквально 5-7 минут пешком. Недавно была реновация, еще в процессе находится. Мы жили уже в отремонтированном номере. Номер у нас был довольно просторный, свежий, и было большое окно. Хоть окно и большое, но море вот совсем вот такое малюсенькое, почти ничего даже не видно, хотя нет. Прогуляться буквально 5 минут. Ну да, тут лучше что в номере сидеть? Идти гулять и смотреть окружающие вас места. Кафешки, магазинчики, море, бары и все остальное. Находится, кстати, недалеко от центральной, так сказать, в кавычках, площади, где проходят все мероприятия, то есть сцена, Фестивали. это все будет рядом с вами. Ну, сам номер хороший, замечательный, в плане все отремонтировано, все свежее, постельное свежее. Видно, что за отелем следят. Да, находиться в номере было приятно и спалось даже очень хорошо. Постельное белье свежее, полотенца тоже свежие, чистые. Есть завтраки, но довольно скромные. Но зато рядом много кафе, ресторанов, магазинов. Спортзала нет, бассейна нет, но все компенсируется пляжем, морем, буквально 5-7 минут, и вы уже можете купаться на замечательном пляже Дананга. По завтракам, кстати, можно добавить, скорее всего, из-за того, что невысокий сезон был и много еды как раз не готовили, поскольку гостей не так много. Я рекомендую, я поставлю здесь 8 за такой отель, прям хорошо. Да, я тоже на 8 остановлюсь, рекомендую к проживанию данный отель в Дананге. И перемещаемся мы в Вин Кайкан отель Дананг Риверсайд. Мы вернулись в этот отель, были в нем где-то 2 года назад, а вот в прошлом приезд мы жили как раз, так сказать, в кавычках, почти в братья-близнецы в Винке, но на другой стороне реки. Хороший интерьер, приятная, такая молодежная, тусовочная обстановка, прям очень круто. Номера, правда, небольшие, но в основном вы, скорее всего, будете где-то кататься, путешествовать, либо играть в бильярд, настольный футбол здесь, и будете проводить время в общем зале с ребятами, с друзьями, с которыми вы приехали. Приятно. Спортзал есть. Хороший, отличный спортзал, прям рекомендую. Посещение тоже, если будете, даже есть грибной тренажер, а это прям очень большая редкость даже для крупных мировых сетей. А здесь он есть. Есть конференц-зал небольшой, есть коворкинг, есть переговорные, есть прачка и завтраки. Завтраки не такие прям разнообразные, но выбрать есть что. И сыр есть, и бекон есть, а если они есть, это галочка. Да, завтраки, конечно, здесь очень сытные. И, как ты говоришь, не разнообразные, но довольно разнообразные. Я считаю, за один день я бы не управился. И то ладно, ты недооцениваешь свои способности. То есть в больших отелях он может перепробовать, а Я же говорю, на больших отелях надо на неделю останавливаться, а здесь на пару дней хватит все попробовать. Расположение отеля очень удачное, находится на берегу реки Хан, рядом Драконный мост, где проходит по пятницам, субботам, воскресеньям огненное и водное шоу. Также до моря можно добраться как и на шаттле. В высокий сезон ходит шаттл между двумя отелями Винг и пляжем. Также можно на такси или пешочком прогуляться. Номера довольно комфортные, несмотря на то, что они маленькие. Также есть побольше номера, есть совмещенные номера. То есть все на ваш вкус, выбор и бюджет. Но мне кажется, больше на бюджет, чем на выбор, потому что что забронировали, то вам не дадут. В плане, что вы выбрали, конечно, но вы можете выбрать побольше номер. Короче, зайдите
по ссылочкам. Ссылочки у нас есть. Посмотрите категории номеров, которые там предоставляются. Я бы вам рекомендовал посещению прям хороший отель за свой бюджет, за именно чистоту, потому что в Вьетнаме часто не хватает ее. Здесь прям очень здорово, очень классно. Приятная косметика, приятно помыться, приятно поспать на свежей, чистой постели, на которой нет пятен. Здесь прям все хорошо. И за свой бюджет великолепно. Да, за отелем прям следят, он прям с иголочки. Я здесь 10 ставлю, заслуженная оценка. Я тоже на 10 остановлюсь. И переходим мы в Марис Да Нанг отель and Apartment. Очень шумной городской трассе, которая идет из порта. Шумно, может быть, но не во всех номерах. Если они вас выплывают на дорогу, то да, бывает, да, что-то проскакивает. В обратную сторону такого уже не встречается. Номера чистые, свежие, отремонтированные вот-вот буквально. Поэтому очень приятно находиться в свеже отремонтированных номерах и понимать, что ты там один из первых, кто живет. Отель хороший, несмотря на то, что он небольшой, тоже номера такие небольшие, компактные, но довольно комфортно было находиться. Ремонт свежий, постельное белье тоже было свежее, полотенце чистые, и в ванной тоже все сверкало и благоухало. Завтраков нету, бассейна нет, спортзала нет, но также в пешей доступности вы можете найти кафе, рестораны, и также есть ночной рынок Сонча рядом с Драконьим мостом. Да, кстати, из некоторых номеров, возможно, будет даже Драконий мост и видно, а возможно и нет. Сколько ставишь? Я 8 баллов здесь поставлю заслуженно. Да, соглашусь, 8, отличная оценка. И переходим мы в Конг Суонг отель. Да, именно переходим, потому что он находится буквально в 2 шагах от предыдущего отеля, также на этой же шумной трассе, но вот здесь как раз шум-то и слышно, поскольку не такая хорошая шумоизоляция, как в предыдущем отеле, и номер, ну, такой, и отельчик прям тоже подуставший. Прям иногда плакать хотелось, а особенно, когда ты заезжаешь в номер, а у тебя прям в постели, и там прям такая дорожка муравьев. Когда позвали, мы сказали: ой, сори, конечно, как обычно, давайте переселим вас в другой номер. Мы переселились, наверное, из номера 30 квадратов в номер 10 квадратов. Ладно, не 10, 12. Как в Сингапуре. Сингапур по-вьетнамски у нас был. Очень маленький номер, у нас был вид на дорогу, и окна, поскольку так себе, не супер звукоизолирующие, было шумновато. Здесь уже было гораздо приятнее, но вот размеры смущали. Да, отель такой бьет-стайл, как будто у бабушки в деревне. Все дубовые шкафы, дубовая кровать, и также дубово было и спать. Мы попали в сезон дождей, был проливной дождь, и мы прожили 2 ночи в этом отеле, несмотря на то, что было такое, ну, не скажу, что некомфортно, но такое своеобразное было ощущение. Все какое-то старенькое уже, да, они пытаются следить, я понимаю, но здесь все-таки нужно обновление. Да, тут капитальный ремонт нужен, предыдущий сделал, этим тоже нужно этим заняться. На самом деле во Вьетнаме уже много отелей, которые проходят стадию реновации, обновлений, и это хорошо. Бассейна также нет, спортзала нет, завтраков нет, но пешей доступности, так же как от предыдущего отеля Марис, вы можете все это найти, но кроме бассейна. Соответственно, до моря вам нужно будет добираться самостоятельно, либо прогуляться, либо доехать на такси. Сколько ставишь? Я здесь все-таки 6 поставлю. Я думаю, эта оценка будет стимулировать отель к улучшению реновации. Да, хочется 5 вообще поставить, но с учетом всех моментов, то, что все равно хозяева как-то пытаются что-то делать, я тоже поставлю 6. И завершаем мы сегодняшний выпуск Ламоре отель Да Нанг. Находится он в таком интересном месте, на дороге, которая идет вдоль 5-звездочных резортов. То есть до моря вам буквально 5-7 минут пешочком, и вы уже на пляже. Отель из серии я бы не догадался бы, что это отель, потому что проход идет через массажный салон, как периодически здесь это бывает. То есть вас встречает довольно темное лобби, в котором расставлены массажные кресла, и по которому гуляют несколько кошек. Поэтому, если у вас есть аллергия на кошек, мне очень-то я и рекомендую этот отель. Кошек реально там штук, наверное, 5-6. Нет, 2, по-моему, я видел. Нет, там маленькие еще. Маленькие, да. Я не обратил. Очки надевают только в кадре, чтобы выглядеть. Хотя они без диоптрии, может, я бы все равно бы ничего не увидел. Часть номеров уже отремонтирована, поэтому есть очень
очень хороший свежий ремонт, неплохо. То есть за свой бюджет, свои деньги положить там хорошо. Нет там ни бассейна, ни завтраков, ни спортзалов, ничего нет. Номер довольно комфортный, свежий ремонт был сделан, постельное белье свежее, полотенце чистое. До достопримечательностей, в принципе, до туристического района буквально рукой подать, и у вас открывается там кафе, рестораны, массажные салоны. Ну что, сколько ставишь? Я здесь все-таки 7 поставлю, у меня вот какое-то такое внутреннее чувство. Не, я здесь поставлю 8. В целом все чисто отремонтировано. Да, на первом этаже массажка, кошки. Ну, аллергия, если только, не выбирайте это. А в целом неплохо. Я бы 8 поставил. Ну, твое право. Конечно, мое право. Что хочу, то и ставлю. Переходим к нашему топ-5 рейтингу. На первом месте у меня Wing Icon отель Дананг Riverside. На второе место я ставлю Камал отель and Apartment Дананг. На третьем месте у меня Марис Дананг отель and Apartment. Четвертое занимает Ламора отель Дананг. И пятое место Конг Сонг отель. Да, здесь я с тобой соглашусь. Хорошее расположение. А вот по недельке, я думаю, мы с тобой еще посоревнуемся. Я начну с Wing отель Дананг Riverside. Потом я перееду в Камал отель Apartment Дананг. Ламора отель Дананг. И завершаю ее Марис Дананг отель Apartment. И в Конг Сонг я бы не заезжал бы. Я-то сделаю по-другому. Как обычно, почти. Я начну, наверное, с Камала. В принципе, как мы и поехали. То есть недалеко море, рядом кафешки, магазинчики. То есть можно сходить поесть, сходить на море покупаться. Вы как раз только приехали. Затем я бы переселился в Марис. Да, немного шумновато может быть, но это только может быть. Но ночью там транспорта гораздо меньше, поэтому все хорошо, все замечательно. Номера чистые и приятно находиться. Дальше я бы переехал, возможно, Ламора, если у вас как бы есть время. То есть тоже рядом недалеко пляж, можно ходить купаться. И завершил Винком, потому что отличный бассейн, отличные завтраки, хороший вид на весь город. И приятно запомнить просто свой отдых в Дананге, во Вьетнаме. Соглашусь, здесь с отелем можно уже миксовать по вашему усмотрению, желанию и предпочтениям. Напоминаем, что отели мы бронируем на нашем сайте и в нашем приложении, так же, как, надеюсь, и вы. Поскольку вы же хотите выиграть проживание бесплатно в отеле, обязательно бронируйте и участвуйте в нашем новогоднем розыгрыше. И 3 января мы разыграем проживание в отеле. А в нашем телеграм-канале вы найдете те же самые ссылки, по которым мы бронируем отели, и узнаете про экскурсии и авиабилет. Так что все в одном месте. Заходите, ищите. Кстати, там выкладываем промокоды, поэтому довольно неплохие. Там 5-10 тысяч можно сэкономить. Просто воспользуйся промокодом. Ну что, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Да, и буквально на следующей неделе уже Новый год. Мы, кстати, думаем, куда поехать дальше. Пишите свои комментарии, куда нам отправиться. И, может быть, именно в вашем отеле мы побываем, а может и в стране. Интересно. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся.